Это максимально простая педаль цифрового дилея. Здесь есть 3 ручки, которые регулируют абсолютно стандартные параметры. Первое – это громкость дилея по отношению к вашей собственной гитаре. Repeat – это количество повторений дилея. И delay time – это время дилея. Кроме того, из важного, здесь есть тап-темпо. Соответственно, можно в нужном вам темпе нажимать ногой на эту кнопочку, и дилей подстроится по времени под темп песни. Или под тот темп, на котором вы будете жать, в зависимости от того, чего вы хотите. Соответственно, кнопочка включения. И кроме того, здесь есть 2 маленьких переключателя. Первый — это переключатель Tails. Как правило, у всех дилеев он делает одно и то же. Если Tails выключен, то при отключении дилея хвосты обрубаются сразу же. Если Tails включен, то когда вы выключаете дилей, хвосты еще доиграют, в то время как на партии, которые вы продолжаете играть с выключенным дилеем, хвостов уже, соответственно, дилей уже нет. Это, например, полезно, если у вас окончание песни и нужно очень четко закончить всем так, чтобы обрубилось все и никаких дилеев, условно, не звучало, вы убираете Tails. Если вы доигрываете соло и переходите на ритм-партию, тут, наверное, на соло нужно хвосты оставить. Соответственно, сами выбирайте, что вы хотите сделать, и, соответственно, то, что здесь Tails переключаются прямо сверху джеком, это очень удобно. Ну что ж, давайте послушаем, как оно звучит. И я заодно объясню, как я обычно слушаю дилеи. Первое, что я делаю, это я ставлю максимальное время, чтобы понять, во-первых, какое оно есть, и поставлю побольше повторов, чтобы понять, как ведет себя хвост дилея. И вот так звучит гитара без дилея. Что можно услышать сразу же? Можно сразу же услышать, что дилей цифровой и очень чистый. У него нет никакой модуляции, хвосты дилея не затухают и не уходят ни в высокие, ни в низкие частоты. Соответственно, это очень чистый повтор. Давайте послушаем самое короткое время дилея теперь, которое есть. Это такой прям практически слэпбэк. Заодно сейчас покажу, как можно сделать из любого дилея ревер. Если поставить побольше повторов, такой относительно большой левел и, собственно, самое короткое время, то звук дилея становится похожим больше на реверберацию. Что из этого можно понять? Во-первых, по времени дилея. От слэпбэка до самых-самых-самых длинных повторов, соответственно, вы не ограничены каким-то там темпом. Например, если вы не знаете, то, например, на старых дилеях, аналоговых дилеях, например, на Electro Harmonix Memory Man, время ограничивалось 400 миллисекундами. Это примерно вот в этом диапазоне. То есть достаточно быстрое время дилея. Здесь оно есть довольно долгое. На соло это может быть очень даже и красиво звучать. Для чего чаще всего используется чистый дилей? Если честно, вот такой простой, цифровой. Если честно, это, наверное, самый универсальный дилей, который есть. Если вы обратите внимание на всякие аналоговые с модуляциями, они довольно часто пропадают из микса. Если вы хотите чтобы партия с дилеем была очень яркая и была слышна на фоне всей остальной музыки, присмотритесь к обычным цифровым дилеям, например, к Ярасов DM7. Сейчас я покажу на примере чистого звука, как можно здесь настроить звук, который используется группами а-ля U2 и так далее. Соответственно, для этого нужно сделать довольно высокий левел. Возможно, включить дилей.
обязательно это должны быть именно такие партии, но, если честно, они довольно часто используются именно с таким дилеем. Можно, конечно же, и сразу просто играть аккорды. Например, такой сценарий. Кроме того, конечно же, такой дилей отлично подойдет для игры соло-партий с перегрузом. Для этого нужно поставить время дилея, возможно, чуть-чуть побольше, сделать поменьше повторов, чтобы они не налезали поверх вашей игры, и сделать поменьше уровень. И тогда во время соло такие дилеи будут звучать уже... Как я обычно проверяю, подходит ли уровень дилея, левела у дилея для соло? На мой взгляд, на мой субъективный взгляд, уровень дилея должен быть таким, чтобы во время игры бенда вы не слышали поверх вашего бенда вторую атаку, зато дилей как бы удлинял сустейн и звучание гитары, насыщая его. Вот, по-моему, это такая золотая середина для всех дилеев. Подходит ли этот дилей для соло? Да, подходит. Что же делает ручка фидбэк? Ручка фидбэк позволяет нашему дилею самоосциллироваться. Что это такое? Сейчас покажу. Для этого надо его включить и поставить репит приблизительно на максимум. И тогда для нашего дилея доступна вот такая штука. То есть этот дилей, наконец-то у Ерасова есть дилей, который подходит для создания эмбиентных вот этих странных штук с дилеем. Это, по-моему, плюс этой педали. А что же тут по входам и выходам? У этой педали моновход, и выход, как бы кажется, что стерео, но на самом деле здесь есть возможность для подключения dry-wet, так называемого сигнала. Соответственно, один выход работает как выход дилея, повторов, второй выход работает как выход чистой гитары, без обработки. Если вы играете в два усилителя, вам не нужно стерео, но зато хочется, чтобы из одного звучало только сухой сигнал гитары, а из другого только повторы, эта педаль позволяет вам так подключиться. Но не стерео, ну что ж, к сожалению. Питается эта педаль от 9-вольтового стандартного адаптера с центром, с минусом в центре. Это обычный Boss-стайл, так называемый адаптер, и ей нужно, по-моему, 50 мА питания, что на самом деле не очень много для цифровых педалей, и я бы отнес это к плюсу, потому что педаль менее требовательна к блокам питания, чем многие современные дилеи. Кроме того, это, так скажем, чуть-чуть увеличенный корпус MXR-овской педали. Это стандартные размеры. Мне, на самом деле, это, наверное, больше нравится, чем современная мода ставить на обычную вот такую вот педальку две кнопочки, одного топ-темпа, а другое включение, потому что я, например, понимаю, что я так могу выступать только в туфлях с острым носом, чтобы наступать и на топ-темпо отдельно от включения дилея, а здесь можно даже не переодевать свои любимые гриндера, и проблемы с включением педали на концерте не появятся. Вот. С какой-то точки зрения это и неплохо. С другой стороны, джеком сверху я бы у этой педали обрадовался, потому что джеки сбоку несколько требовательны к габаритам педалборда и, мягко говоря, его увеличивают. Ну, у всего есть свои плюсы, есть свои минусы. Для кого подойдет эта педаль дилея? Конечно же, для тех, кто ищет что-то простое, ненавороченное, кому не нужно миллион кнопок, зато нужен топ-темпо. Мне дилей в среднем понравился,
Он такой простой и понятный, как, вот, как танк. Наше производство сделан как танк. Володенька, посмотри в камеру. Профессор Володенька.